Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я предлагаю снова вспомнить про Антарктиду, которая стала последним убежищем для нацистов. Для этого мы рассмотрим открытия современной науки, плюс прочитаем ранее неизвестные секретные документы, которые позволят нам сделать этот вывод и показать, что Земля полая. Именно в Антарктиде есть входы в полую Землю. Ну а для начала хотел бы вам представить открытие современной науки, когда в 2009 году группа ученых провела ДНК-анализ знаменитого черепа Гитлера. Оказалось, что череп принадлежит женщине, но никак не мужчине. И этот череп даже не мог принадлежать Еве Браун. То есть, что мы на сегодняшний день имеем? Многие теории заговора на сегодняшний день оказались действительностью. То есть, Гитлер и верхушка нацистов выжила и бежала. И бежали они в Антарктиду. Об этом, к сожалению, мы находим известия и в секретном деле КГБ, которое было создано в конце 1983 года и содержало все, скажем так, наработки и тайные сведения, известные на тот момент спецслужбам, в том числе и по поводу немецкой Германии. И там было рассказано, что действительно, по сведениям, которые располагали органы военной контрразведки СМЕРШ, Адольф Гитлер осуществил свою подмену двойником, убыл на подводной лодке в Новый Берлин. Это подтверждает представленными материалами, собранными для доклада в 1945 году Народным комиссаром государственной безопасности СССР Меркуловым и представлены Верховному главнокомандующему Сталиным. То есть, как мы видим, то, что открыли современные ученые, было известно и до этого. Но вместе с тем в 1945 году были взяты разные тайные документы нацистов, которые содержат как раз информацию о переселении в другой мир, то есть в Антарктиду, а фактически в полую Землю. Эти документы мы сегодня и сможем прочитать. Плюс даже письмо из самой Антарктиды, а фактически из полой Земли. То есть мы найдем множество подтверждений, что все это действительно существует. И Антарктида в наше время превратилась фактически в Четвертый Рейх. А надо нам, потому что тот, кто не понял своего прошлого, вынужден пережить его снова и снова. Ну, давайте начнем с предыстории вопроса. Перед вами документы 1929 года. Протокол допроса обвиняемого Блюмкина в ОГПУ. За что же его там допрашивали? Он в 1925 году возглавлял советскую экспедицию в Тибет. Там он получил тайные знания от Далай-ламы XIII про древние цивилизации, про их технологии, про это оружие. И не придумал ничего нового, а передал все эти сведения германской разведке на тот момент. Соответственно, за это получил вознаграждение. Ну и фактически его за это и судили. Немцы же, получив эти сведения, тоже очень заинтересовались, потому что там рассказывалось про то, что есть подземные города подо льдами Антарктиды в районе земли королевы Мод. Соответственно, они предлагали даже Блюмкину возглавить экспедиции снова в Тибет, в Антарктиду, ну, чтобы уточнить всю информацию и организовать эти экспедиции. Казалось бы, ну, может, это просто нам показалось, это просто как бы секретные документы, ну, может, подделка нашего времени. Но нам прекрасно известно, что с 1938 по 1939 год действительно нацистская Германия организовала экспедицию в Тибет. И были они там более года. Экспедицию руководил руководящий сотрудник Анненербе, а фактически тоже и ученый, который Эрнст Шефер. То есть была ли экспедиция 1938 года в Тибет? Была. Что же делают нацисты? Сразу же в декабре 1938 года они снаряжают корабль в Антарктиду под командованием капитана Альфреда Ричера. Корабль называется Швабиленд как раз. Ну, то есть фактически как Шваби, это был на тот момент плавающий аэродром. То есть там есть самолеты, корабли. Ну, вполне возможно, что может даже была и подводная лодка. Опять же, как вы видите, все по датам полностью сходится. В 1939 году советская разведка получает доклады о том, что же нашли немцы как раз в Тибете. И они получают сведения, что действительно они хотят снарядить экспедицию в Антарктиду.
для обнаружения подо льдами Антарктиды в районе Земли Королевы Мод так называемого города богов со сверхтехнологиями. И тут же германские ученые признаются, что да, мы ничего не знаем о Земле, и скорее всего внутри существует такая же цивилизация, горы, реки, то есть Земля полая. Опять же, это разные источники информации. Ну, для нас секретные, ну, после развала Союза стали они для нас доступными. Многие скажут, ну, нам показалось, но в наше время на месте Новой Швабии существует как раз полярная станция и российская, ну, в свое время советская, и немецкая, и индийская. То есть, несмотря на все, что нам рассказывают официально, в этом месте находится целых 3 полярных станции. Вопрос, а что именно они там забыли? Раз там ничего нет и нет никаких интересов. А все очень просто. Опять же, ответы мы находим в секретном деле КГБ, которое датировано ноябрем 1983 года, оно завершено. И что же мы там видим? Мы там видим сведения о том, что научная организация Ананербе, созданная в 1935 году, как раз была отправлена в Тибет и Гималаи. Они искали город богов. При этом задействовано было около 7 тысяч человек. Фактически, опять же, они рассказывают, что, как следует из материалов органов КГБ СССР к тому моменту, на 1938 год они получили в Тибете сведения про Антарктиду, что в районе Земли Королевы Мод, который немцы получили в Тибете, есть так называемый город богов. Они проникли в полости под льдами Антарктиды, где в период до 1944 года германским правительством были созданы военно-морские базы. Построен город под названием Новый Берлин и основано государство под названием Новая Швабия, куда и убыл Адольф Гитлер. В подтверждение этого, после победы советское правительство как раз получило секретные карты проходов под льдами Антарктиды, плюс как раз была найдена вот эта секретная тетрадь полковника Вольфа. Вот современная карта этой Антарктиды, то есть полость Земли. То есть посмотрите на красную стрелочку, это база 211 нацистская. И потом, пройдя подо льдами, они попадают как раз на остров Создателей, как он называется. Там находится Новый Берлин город и Новая Швабия. То есть, а перед нами карта как раз полость Земли, тех территорий, которые там существуют. Доказательство, вот это подобная секретная тетрадь полковника Вильгельма Вольфа. Из-за того, что она написана рукописным текстом, были проблемы с ее переводом, но благодаря нашим подписчикам эти проблемы решены. То есть здесь опять же стоят печати высшего военного руководства. Тетрадь начали 10.03.40. Опять же, это все соответствует экспедиции в Тибет, экспедиции в Антарктиду. То есть мы видим последовательность действий. И что же здесь пишут? Вот, например, один из листиков этого конспекта. Общие организаторские исследовательские работы наших ученых, моряков и управляющих подводными лодками нашего флота, которые сделали невозможное. Также успешная работа СС в направлении исследований наследников предков Великого Рейха дали нам возможность открыть новые бескрайние территории для Германского рейха в Антарктиде, которые находятся подо льдом Антарктиды. В связи с освоением новых территорий я приказываю в течение следующих 6 месяцев силами специально обученных групп начать очень тщательный и скрытный отбор добровольцев из числа военнослужащих всех подразделений сухопутных, военно-воздушных, военно-морского флота, а также подразделений СС для освоения новых территорий Германского рейха в Новой Швабии. Группы, которые будут заниматься отбором кандидатов, должны учитывать, что добровольцы должны будут для отправки и постоянного проживания навсегда попрощаться с Родиной. Все мероприятия для переселения лучших кадров из рядов военных и родственников СС должны были проводиться при соблюдении полной секретности. Ответственным в рейхе за переселение частей населения чистокровных арийцев в Новую Швабию и за гарантию полной секретности этой операции я назначаю руководителя рейхсканцелярии Мартина Бормана. Фюрер и рейхсканцлер, верховный главнокомандующий вооруженными силами. А вот здесь зло кроется в деталях. Здесь назначен ответственным Мартин Борман. А в чем суть? Суть в том, что тело Бормана так и не нашли, как и тело его патрона.
скажем так, руководителя. Да, считается, что Борман погиб в Берлине 2 мая. Даже нашли какое-то тело в 70-е годы 20 века. Составили какую-то бумажку, что это Борман. В наше время, в 2000-х, потомки нацистов провели генетическую экспертизу. Сказали, да, это точно Борман. И все его останки уничтожили. То есть сожгли и развеяли пепел. То есть у нас теперь есть 2 бумажки, в которых нам надо поверить, составленные потомками нацистов. И мы должны в них просто верить. Ну, напоминаю, с Гитлером была та же самая ситуация. Нам показывали что-то, куда нам нужно было просто верить. Хотя секретные документы и генетическая экспертиза подтверждают, что это вообще была женщина. То есть зато множество есть информации по миру, что Борманов после войны встречали в разных странах. В первую очередь в странах как раз Южной Америки. Чему верить или нет, вопрос открыт, но продолжаем читать эту секретную тетрадь. Что же там нового? Что уже, опять же, новые распоряжения записываются. Приказ номер 88 от 20.01.40 года. То есть в ходе немецкой антарктической экспедиции 1938 года были обнаружены новые территории, которые находятся под льдами Антарктиды. Эти земли фюрер назвал Новой Швабией. Речь идет о землях, которые находятся внутри земельной коры с такими же горами и континентами, с пресными водами и океанами, своим внутренним солнцем, вокруг которого происходит вращение Земли. Вход к этим территориям возможен только при специальных маневрах погружения на подводной лодке. Освоение этих бескрайних территорий является жизненно важной стратегической задачей, которая была поставлена фюрером. Речь идет о секретной миссии, которая заключается в освоении Новой Швабии, отборе добровольцев, настоящих немцев и чистокровных арийцев, которые служат в войсках на флоте и в СС. Первая колония поселенцев, которая будет сформирована в 1940 году, должна насчитывать 5000 человек. То есть, обратите внимание, в 1940 году она уже была готова. Транспортировка людей будет осуществляться специальными конвоями фюрера 1 раз в 3 месяца с силами военного и торгового флотов. Задача состоит в составлении групп поселенцев и отборе кандидатов. Что касается кандидатов из вооруженных сил, то тут действуют следующие правила. В течение 1 месяца необходимо отобрать 2000 кандидатов из рядов призванных и активных офицеров вооруженных сил. Максимальный возраст 25 лет, развитый, рост от 178 сантиметров и исключительно неженатых. Кандидаты с редкой группой крови нежелательны. Нужно принять во внимание, что кандидаты должны быть психически уравновешенными, должны выдерживать длительные плавания и нахождение в замкнутых помещениях, так как они должны будут находиться в отсеках подводных лодок и глубоко погружаться. Постарайтесь уже на первоначальных обсуждениях выяснить их взаимосвязь с родителями. Возможно, у некоторых есть подруги, без которых они не смогут долгое время. Все это значительно препятствие при отборе. При этом кандидатам категорически запретить разговоры про конечную цель поездки и эту миссию. Офицеры, которые занимаются отбором, должны быть уверены, что выбранный кандидат будет в состоянии пережить разлуку со своими родственниками и друзьями и суметь навсегда сменить место жительства. Считает целесообразным задавать вопрос, как он относится к задаче, если фюрер попросит в интересах Германии и будущего нации навсегда покинуть родину, чтобы жить в новой немецкой колонии в южной части земли. Учитывайте, что отобранные кандидаты, возможно, больше никогда не смогут вернуться в рейх, даже если у них возникнет такое желание. Вы должны проинформировать кандидатов, что они станут базовой основой новой колонии Великой Германии. Кандидаты должны быть переданы секретному отделу, и тут идет наименование этого секретного отдела. Таких страниц, доступных в секретной тетради, мной было найдено 5. Кто найдет больше, пожалуйста, присылайте ссылки в описании под видео. И мы фактически завершаем читать эту секретную тетрадь. Отмена или замена кандидата в случае, если он передумал или заболел, возможно только до начала экспедиции. На всех кандидатов завести учетные карточки в формате А2 для формуляров с фотографиями. На обратной стороне учетной карточки указать наклонность и увлечение, гражданскую профессию. Отобранных кандидатов по их желанию должны отпускать в отпуск. Также им должны осуществлять выплаты. Им необходимо разъяснить, что они должны готовиться к длительной миссии и попрощались со своими родственниками и друзьями. В период с 8 по 20 марта
Все отобранные кандидаты по общему приказу должны явиться в запасной пункт сбора в Нюрнберге и перейти под военное командование. В приказе командование должно указать цель для выполнения секретной директивы фюрера 88 от 20.01.40 года. Все сведения о кандидатах нужно отправлять в 15 экземплярах в Главное управление безопасности Рейха. Все записи и пометки должны храниться в надлежащих блокнотах. Все факты несанкционирования изучения интереса к этой работе должны сообщаться в Гестапо. Приказ рейхсфюрера СС номер 1330 от 27.05.1940 года для подразделений СС, сухопутных, воздушных войск и военного флота совершенно секретно, только для уполномоченного персонала. При выполнении приказа фюрера от 10.01.40 года по отбору добровольцев для поселения в подземных территориях Антарктиды возникают проблемы в связи с тем, что добровольцы в последний момент отказываются навсегда покидать Рейх, их родственников и близких. В связи с этим выбирать только тех из добровольцев, у которых нет родителей, которые не обременены семейными отношениями. Условия по выбору нужно упростить, собеседование прекратить, работы проводить только с теми, у кого родственники погибли или умерли. Их без объяснения причин направить для пополнения подразделения отправки в Новую Швабию. Перед погружением будет проведен инструктаж специально обученными инструкторами. Вся команда по выполнению отправки кандидатов должна беспрекословно подчиняться офицерам отбора кандидатов. Все сведения о добровольцах должны быть в списках в 15 экземплярах, должны быть переданы в локальный отдел Гестапо. То есть мы видим, что даже в самом начале возникли у них проблемы с отбором добровольцев, когда люди понимали, что они больше никогда не вернутся к своей семье, на родину, многие просто отказывались. Ну, может, это нам все показалось, может, какой-то дядя просто так нарисовал, может, это фейк, но кроме всех этих сведений, у нас есть еще одно независимое сведение от Карла Дёница. То есть, который в 1943 году, он, командующий подводным флотом Вермахта, заявляет, и это заявление печаталось в газетах немецких тогда: наши подводники создали на другом конце света величайшую неприступную крепость для фюрера. Вопрос: на каком конце света? Только Антарктида. Плюс, многие говорят, это 43-й год, Германия терпит поражение, надо было кого-то чем-то подбодрить, вот они их там сказками и развлекали. Зло кроется в деталях, потому что справа от вас Ю-209, средняя немецкая подводная лодка времен Второй мировой войны. Считается, что Ю-209 пропала к югу от Гренландии 4 мая 43 года. Как пропала? Они ее записали пропавшей. Никто не видел ни остатков корабля, ни погибший экипаж. Просто записали ее пропавшей без вести. При этом она имела возможность погружаться на глубину до 300 метров и дальность хода 15 170 километров. То есть вполне хватит, чтобы даже из Германии добраться в Антарктиду. Зачем я это говорю? Для того, чтобы напомнить, что Советский Союз взял как раз трофей в виде карт прохождения этих подводных маршрутов, чтобы попасть в полую землю. Мы их уже рассматривали. Если рассмотреть поближе и посмотреть, то тут максимальная глубина погружения 500 метров. И казалось бы, все, невозможно, расходимся. У лодки глубина погружения 300 метров, а тут 500. Но тут же мы читали объяснение, что те, кто проходит эти глубины, не стоит переживать, потому что на самом деле над ними ледяной щит. И получается, что максимальная глубина столба воды над ними всего лишь 100 метров. То есть вполне возможно, что эта лодка могла преодолеть это расстояние. То есть технические характеристики по дальности похода, технические характеристики по глубине погружения показывают, что эта лодка вполне могла преодолеть эту преграду, то есть пройти подо льдом и выйти как раз в полую землю. Вот и все. А говорил я это потому, что у нас есть еще один удивительный документ. Это письмо из Агарты, написано неким немецким подводником, который утверждал, что находится внутри Земли. И Земля полая. По некоторым оценкам населения Новой Швабии к 1946 году составляло 60 тысяч человек. И обратите внимание, это письмо, вот я синенькую стрелочку поставил, оно направлялось в Мексику. Это тоже важно. Так, читаем текст этого рукописного письма от 20 апреля 1947 года.
Дорогой мой комрад, это письмо будет сюрпризом для тебя. Субмарина Ю-209 достигла своей цели. Земля полая. Доктор Хаусхофер и Гесс были правы. Вся команда чувствует себя хорошо, но мы не можем вернуться. Мы не пленники. Я уверен, что это сообщение дойдет до тебя. Это последний контакт Ю-209. Мы еще встретимся вновь, комрад. Я обеспокоен тем, как изменилась жизнь на поверхности планеты с тех пор, как ее покинул фюрер. Да благословит Бог Германию. Сердечным приветом, Карл Унгер. Но кроме этого, мы имеем еще и подобную монету. Монета, на которой начеканен 2039 год, была найдена в Мексике. Вопрос не в этом. Выяснилось, что монета сделана из серебра. Под нацистской свастикой есть дата 2039 год и сделана надпись «Новая Германия». На обратной стороне этой монеты написаны слова, которые переводятся «Все в одном народе». Опять же, дата не случайная. Как вы уже понимаете, 2039 год — это 100 лет со дня проникновения немцев в полую землю. Поэтому можно сказать, что монета юбилейная. Скорее всего, ее просто отчеканили намного раньше для поднятия, скажем так, духа тех, кто там проживает. Но сам факт, как бы нацисты сохраняли связь с Мексикой. И, скорее всего, какие-то конвои туда и приходили. То есть Мексика, Южная Америка. То есть все эти рассказы про то, что как бы и Бормана, и Гитлера видели в некоторых странах Южной Америки, как бы подлежат рассмотрению. То есть множество деталей, которые говорят, что все это может быть правдой. Ну, удивительно рядом, но для простых людей оно в наше время запрещено. Мы рассматриваем это, чтобы понять наше прошлое, потому что народ, не знающий свое прошлое, не имеет будущего, а вынужден повторять и наступать на те же грабли. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео, кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению. Ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.